Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте, бритье, бритье, бритье. Я уже соскучился за вас и самому уже не терпелось поскорее с вами встретиться, поздороваться, да уже и побриться-то наконец. Сегодняшнее видео будет несколько отличаться от тех предыдущих, которые мы с вами сейчас ведем на канале, но не совсем. Отличаться лишь только тем, что это будет не российский станок, а не совсем, потому что это все-таки прошлый век, это история. И все это благодаря Александру Ведяеву, Санкт-Петербург, потому что он прислал станок, который ему достался в наследство от бати, и с которым он ни при каких условиях не хочет расставаться, я его понимаю. И чтобы его долго не мариновать, я вот именно сегодня поставил этот станок на обзор. А дальше уже с вами продолжим линейку станков СССР. Что конкретно, что именно будет сегодня, вы на крупный план. Смотрите внимательно, поподробнее, там все как надо. Я начинаю, вы догоняете, вы знаете. Прошу любить и жаловать. Это приметы сегодняшнего обзора. Обо всем по порядку. Станок боль моя, печаль моя, потому что не смог я его идентифицировать. Хоть здесь вот и написано совершенно верно, как говорит Александр, жилет England, но такого станка не существует. England это не имя, это страна-производитель. Других каких-то информаций я здесь найти не смог, да я думаю и вы на станке не найдете. Остается надежда только на наших знатоков, кто мог бы подсказать, что это таке, с чем это едят, что это вообще такое. Google в моей конкретной ситуации тоже сломался. Максимум, что я смог нагуглить, это нечто похожее есть под названием жилет Twist. Но у жилета Твиста несколько другая ручка, и вот эти вот части у него более рифленые, хотя во всем остальном он, конечно же, несомненно похож. Потому что это станок-бабочка. Станок-бабочка. И в данном случае я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть слова Александра, то, что его мама ему говорила, что еще батя, он у него 53-го года рождения, брился вот таким станком. Google говорит, что если, допустим, это твист, то самый ранний, который я смог увидеть, это 69-го года выпуска. Вот здесь вот смотрите, какая-то такая щелка интересная. И я не пойму, что-то не докручивается, что ли. Так. Это где щелка? Вот так. Ну ладно, давайте не будем трогать, а то еще, не дай бог, поломается. Так вот, на чем мы остановились, что это станок бабочка. Работает элементарно просто. Вот эта вот крутилка не справа налево, а слева направо открывает нам лона, в котором мы с вами тоже ничего нового не увидим. Это стандартная какая-то такая конфигурация, которую жилет испробовал уже давным-давно и в фэтбоях, и в слимах, и прочим. Только за исключением того, что здесь нет шпеньков, которые будут регулировать нашу агрессивность. А во всем остальном это просто бабочка. Что будет с этим станком? Мягкий он или среднеагрессивный, или даже, не побоюсь этого слова, агрессивный станок? Я, ребят, не знаю. Но сегодня мы с вами его зарядим и попробуем с вами испытать, чем же батя Александра брился-то на самом деле. Лезвия. Были у нас уже Луи лезвия, которые мне чертовски понравились. И сегодня я хочу из этой же серии попробовать Sharp. Sharp Quality Titanium Swiss. А Sharp Swiss Quality Titanium. Вот такая пачка вот интересная. И, конечно же, смотрятся они чрезвычайно шикарно. Как они поведут себя, давайте сегодня узнаем чуть попозже. Но пока вот распаковка меня тоже впечатляет, потому что вот коробка, да, и как внутри все. Тоже все красиво, культурно. Упс, что-то там такое наклеилось, что даже, смотрите, бумажка не хочет отдираться. Так. Не хочет и не хочет. Не хочет спереди, мы ее сзади возьмем. Вставляем лезвие. Долго крутить надо. Закрываем. Давайте на угле это посмотрим. Да вроде тоже все ровненько. Вот этой красотой сегодня и побреемся. Она поможет. Помазок также из набора Александра, который он прислал сегодня весь, практически, кроме крема для бритья, набор Александра.
Q-Shave. Помазок Q-Shave. Со слов Александра, он для него жесткий и слишком большой. Хотя в диаметре здесь 23,5, значит помазок сам на 20 мм. Да и не такой уж он большой, 100 мм. 47 и... да, 47,5 это длина ручки. Все остальное 53,5, 52,5 это длина самого помазка. Барсучок. На ощупь плотная набивка, но не такая плотная, как в предыдущих помазках. Я не скажу, что это не хорошо, не плохо. Это надо проверять, потому что при диаметре 20 вполне себе вероятно, что нормальная набивка может вам показаться, но не очень плотной. Надо посмотреть, как он будет в работе, сопля, не сопля. Ну вот нечто подобное у нас можно встретить, конечно, но это только по ручке. Это похоже, но несколько все равно другое, потому что здесь синтетика, здесь кабанчик, но ручки, да, схожи. По цене тоже примерно где-то одно и то же, потому что если у нас вот в России, допустим, вот этот бодишаповский синтетик вы можете взять где-то в пределах 700 рублей, ну 750-800, то вот этот, заказывая на Али, вам придется расстаться где-то примерно с 7,5 баксов. Ну, это даже несколько дешевле, я бы сказал. Плюс ко всему, под ссылкой есть, под видео есть ссылка, если кто-то хочет получить еще кэшбэк. Ребята, вам все равно где регистрироваться, пройдите по моей, и вам будет хорошо, и мне будет хорошо. Заходя на страницу, вы 5% еще вот с этих 7,5 баксов, там 7,30 можете еще сбросить. Ну, то есть, если он вдруг работает, то это вполне себе вариант, который можно рассматривать на первых порах. Почему на первых? Ну, что маленький, потому что барсучок такой, знаете, непритязательный. Это, скорее всего, Best Badger или что-то вот типа такого. Но как будет в работе, узнаем совсем скоро. Для бритья. Крем. Не удержался, решил взять вот снежные вершины и попробовать, что из себя это будет представлять. Туба. Туба самая обыкновенная, 75 грамм весом. Контроль первого вскрытия, да, есть. Сейчас мы с вами увидим состав. Да вы тут задолбаетесь читать. Давайте я вам лучше где-нибудь на экране здесь приведу, так лучше будет. Контроль первого вскрытия рабочий. Стоять. Вполне себе. Видите, как открывается. Так, опа. Нормально открывается. Пахнет вкусно, на удивление. Цена. Вы знаете, ребят, первый раз, когда я увидел вот эту вот компанию, что они предлагают по бритью, я на цене даже не зацикливался, потому что у них все для бритья там в районе 55, 65, 70 рублей. Вот для меня лично не принципиально. Вот эта туба 75 миллилитров, 55 рублей или 75. Мне кажется, это все одного поля ягода. Это будет крем для бритья. После бритья. Чистая линия For Men. Освежающий лосьон после бритья для этой Sensitive Skin, для чувствительной кожи. Это тоже из набора Александра, поэтому мы его сразу же вместе все запузырим. Да, у нас что-то подобное было. Это хорошая водичка, которая успокаивает, которая там бла-бла-бла. Это все обещает. Но вот сегодня побреем супер-пупер жилетом и посмотрим, много ли там из того, что они обещали, сбудется. Все. На этом, пожалуй, пошли бриться. Честно сказать, не то чтобы переживал, но переживаю. Но все-таки в некоторые интриги по поводу компании «Русская косметика». Потому что, ну, с одной стороны, да мне по барабану. Ну, подумаешь, ну, потратил сколько там сотен рублей, ну, там 1000 с хвостиком за доставку, еще то все. Но хоть что-то там да выстрелит, да? А вот если не выстрелит, было бы грустно. Потому что, на мой взгляд, если выстрелит, то еще одна хорошая компания в бюджетном сегменте нам с вами, но никак не помешает. Совершенно. А вот если не выстрелит, если это фуфел на палочке, ну тогда будет грустно, потому что не только имя у компании звучное, «Русская косметика», но еще и цены такие какие-то, знаете, прям заманчивые. Ну давайте посмотрим, чтобы долго не рассуждать. Я тут немножко крема отжал. Крем твердый. Для того, чтобы его сразу смачно расфигачить, на этим помазком вряд ли бы получилось. А мы, как старые, добрые, прожженные барберы, хотя таковыми, конечно, не являемся, можем вот так вот сжать узелок, чтобы ничего не рассыпалось, и распределить. А теперь уже спокойно работать. Да, Александр не обманул, он чуть-чуть
колется. Но колется не беспредельно. Вполне себе подойдет любителям таких, знаешь, эпиляций, знаешь, ну, неправильно сказал. Не в том смысле, что знаете, как он показывает, там раз на ногу какой-то натек, нет. А так чуть-чуть покалывание. Депиляция или эпиляция, как правильно, депиляция, да? Ну где рыбки вот так чпок, 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 чпок. Вот второй вариант. Не там, где вот это, нет. Ну и шарика у него нет. Но узел объемный, интересный. Пока нравится. Крем. Ну, сами посмотрите. Оправдывая название, какие-то зачатки свежести здесь есть. На ментол они никоим образом не тянут. Но то, что он здесь есть, это точно, потому что на губах губы врать не будут. Если чуть-чуть не имеют, если знаете, так как инеем холодком подернуло, ну, значит там что-то есть. Ну что, попробуем. С Богом. Станок мягкий. Мягкий, это лезвие здесь хорошо отыгрывает. Пока. Что сразу не нравится? Ручка. Вот в этом месте. Конструктив сам по себе такой, что с мокрым еще худо-бедно. Все у нас нормально, все хорошо. Статус-кво соблюден. А вот если, не дай боже, попала пенка, то тут уже попандос. Ну, так, по крайней мере. Носогубной легкие затруднения были. Но затруднения это сильно сказано. А вот то, что лезвие своим ходом не идет. Вот это да, поддавливать все же приходится. Но ввиду небольшого веса станка, я так не взвешивал, ну сейчас тут где-то цифра появится. Я думаю, где-то грамм до весов. 20-25, не больше, это точно. Но я так вот в руке ощущаю. Скольжение у крема было неплохое. По скольжению. Ну тоже есть. Станок пока удивил чем. Несмотря на то, что поддавливать все же приходилось, шло так нормально. Так, сейчас водички еще. Рез. Ну вот сейчас, по первому проходу, я бы его определил как чуть-чуть поконтрастнее, чем HG34. Гораздо более слабый, ну не на порядок, нет, ну процентов на 50, чем 89-я голова. Нет той стервозности. Ну, тоже, знаете, стервозность, это все такое достаточно имховое, потому что для меня лично 89-я голова включает стервозность, если я туда поставлю любое лезвие, отличное от РПЛ. И как только я ставлю РПЛ, вся стервозность пропадает. Так что тут, знаете, тоже это надо каждому к себе примерять.
Длина ручки. Да, да, она тут в кассу. Ну, всего того, что мы выдавили, там диаметр был, наверное, где-то порядка 5-7 миллиметров. Ну и длиной я пару сантиметров тоже мякнул. На 3 прохода хватит точно, а вот думаю, что на 4 я бы с этого помазочка уже выдавливал. Большим, как Александр, он мне не кажется. Ручка несколько непривычная, вот такие вот варианты. Она дело наживное. Вы же сами знаете, человек скотинка такая, он ко всему привыкает. Просто какое там заветное число? Если 33 раза что-то повторил, то и все, как будто всю жизнь делал. Ну вот не знаю, вот если бриться им на постоянку, то вполне можно привыкнуть, конечно. Ну вот и все. Да, непробривы есть, непробривов достаточно. Это не BBS, это уверенный ДФС процентов 60, может даже 70. И только в 30 местах BBS, да, можно констатировать. Но вливаться я не стану, потому что знаю, чем это закончится. Этим станком тем более это не получится. Поэтому компрессор автошейф. Ах, да. Ну, собственно, то, о чем я говорил. То есть на 4 проход, ну, нет, ну, Васенька еще капельку, вот так бы пришлось выжимать. А так вот, как-то так. Интересно, получится, не получится в засос. Получилось. Воды было мало. Ну все, компресс автошейф. Хорошо. У нас уже который день отключили воду, там перекопали все нафиг, трубы повытаскивали. Ну, знаете, как-то летом порой бывает. И у нас сейчас режим на холодной воде. Вас не проведешь. В одном из последних видео там парни, один человек прям написал: да, говорит, ты холодной водой брился, у тебя кожа притупилась, вот ты там и не почувствовал. Вас хрен проведешь. Член на ландыш не похож. Да, ребята, холодная вода, холодная. Но мне нравится, нормально. В конце концов, когда обливаешься холодной водой, это всегда по кайфу. Ну а тут одна холодная вода, тоже нормально. Так, сейчас чистая линия, формен. Ну, не совсем удобно, конечно, с него наливать. Чего уж тут говорить. Травка. Не свежескошенная, а какая-то, которая где растет. Вот она растет. Вот вы идете, она пахнет. Травка, может быть, там пара васильков затесалась где-нибудь. Ну, что-то вот такое. Аромат не ярко выраженный. Ну, приятный. Ну, чистая линия. Это так же, как и шампунь. Это вот бюджетная линейка вот чего-то там. Оно стоит недорого. Но, в принципе, нормально. То есть, вот не за что ругать. Хвалить. Ну, хвалить, пожалуй, можно было бы, но
Почему-то нам этого не хочется делать, потому что, ну, мы все привыкли рассчитывать на елку залезть и опу не поцарапать, и рыбку съесть. Вот типа как, знаете, Вика, да? Вот Вика, 3 копейки, недорогой. Ну как? Да, нет, сейчас уже дорогой, сейчас за него ценник ломит. Вот год, полтора-два он был недорогой, что он там, 1,5-2 бакса, вообще ни о чем. Есть такие вещи, недорогие, но они просто супер замечательные и в жизни твоей, вот как вот зарубку такую оставляют, что даже вот шрам остается. Вот это у меня Вика был, вот. Но это не из той серии. Это просто серый гномик, которых, если копнуть, то их так дофига. Но мы их просто не видим, потому что они втихую делают свое дело, ковыряются, но мы их не замечаем. А вот если бы их не было, и они бы не ковырялись, вот бы нам грустно-то стало. Потому что много таких гномиков, много. Много таких обычных, ничем не выделяющихся, недорогих вещей, которыми мы пользуемся и, не замечая сами того, впустили их в свою жизнь. И без них уже никак. Где-то это вот это, где-то это там чистящая, где-то это зубная паста, где-то это там моющая, где-то это какая-то губка. Вот такие вот вещи. Делаем подборку. А сейчас вот бумс, возьми или только дешевку, или только дорогое. И вот этот средний сегмент как пропадет, так грустно нам станет. Ну а здесь, не знаю, насколько правомочно это можно было бы назвать средним сегментом, потому что ну цена-то как бы, сами понимаете, да? А тут еще круче. Тут вообще 55 рублей или сколько. Вот здесь для меня странно, потому что вот все то, что я сейчас вот сказал вот про чистую линию Aftershave, да, в равной степени можно было бы сказать и про этот крем. То есть это обычный, нормальный, хороший крем для бритья. Запахом он менее интенсивный, чем марка. Но он нормальный. Он нормальный. Я точно так же в ступоре, потому что я не знаю, за что его похвалить, не знаю, за что его поругать. Пенообразование у него было нормально, подскольжение у него было тоже. Выдавили 2,5 сантиметра, вот 5-миллиметрового этого жгутика хватило на полностью на все бритье. И что-то там еще в конце какая-то сопля болталась. Ну, то есть, как бы хватило. Но это хорошо или плохо? Ну, конечно, хорошо. А вот там 2 сантиметра, и он там сантиметр выдавливаю. Ребят, ну вещи разные бывают. Во-первых, там, где вы выдавливаете сантиметр-полтора, там, возможно, и стоимость-то не 55 рублей. Во-вторых, там дупло какое. Может быть, на сантиметр. А здесь, ну, оно тонюсенькое, реально тонюсенькое. Запах, ну да, для тех, кто не любит запахи. Ну, в смысле, как не любит, которому лишние запахи не нужны. Он любит после бритья, допустим, там раз своей водичкой сполоснулся и хорошо. Хотя крем, это какой крем должен быть, чтобы он еще и после бритья свой запах оставлял. Ну вот что-то вот такое. Серый гномик за небольшие деньги. Я не думаю, что за ним кто-то будет специально бегать. Но если вы где-то будете проходить и увидите вот такое, да возьмите, попробуйте. 50 рублей. Это что? Да это ничего. Совсем ничего. Вот такая вот штука. Если даже ароматику здесь поменять, я думаю, это было бы гораздо более многогранное изделие, и к нему можно было бы относиться всерьез. Ну, более серьезно, скажем так. Но все равно, мне надо еще другие попробовать, чтобы вот попытаться разобраться. Потому что я сейчас вот прикинул, а вот был бы запах, допустим, как вот у итальянских или розараковских вот этих вот направлений. Ну да, по-другому бы относился, по-другому. Но это уже и не 50 рублей бы было. Ладно, пока других не пробовал, вот за этот вердикт годен. Я бы ему дал, да просто 5. 4,7, 4,8, 4,9. За что? За что снижать? Я пока не вижу. Даже если бы вот так вот просто раз нарвался бы на что-то, то у меня тут же Джокер в рукаве. Хопс, цена 55. Ваша карта бита. И все. Пока нормально. Пока нормально, а там посмотрим. Все, формен высох, чистая линия уже практически вся прошла. Легкий муар какой-то вот остался. Ну, я думаю, скоро и он пройдет. Помазок. Я понимаю, почему он Александру не понравился. Да, он на самом деле тыкает. Прям не помазок, а самотык. Но не так, чтобы сильно. Знаете, на что похоже? Вот чуть-чуть посильнее, чем вот у Яков вот этот.
Но мне в охотку раз в месяц, раз в 2 месяца вот таким пробежаться, это вообще в кайф. Здесь нечто похожая картина, но здесь чуть-чуть поярче. Но с другой стороны, 7 баксов, ребята. 7 баксов. И так вот, допустим, если бы кто-то спросил, Викторович, а вот ты кому это порекомендовал? Да я хз кому. Наверное, тому, кто не хочет много на помазки тратить, а где-то там в пределах 5-10 баксов. Но так для разнообразия чисто. Взять еще и барсука. Ну понятно, что за 7 баксов это не будет сильвертип. Это будет что-то попроще. Там Best Badger там, или еще что-нибудь. Вот то есть вот, с брюшкой. Но это настоящий барсук при нормальной набитости. И вот докопаться до этого помазка можно, но это будет специально, а я бы не хотел. Вот то, что не специально, вот этот радиус, вот, маленько непривычен. Я бы не сказал, что дискомфорт, просто непривычен. Но опять же, как я говорил, то есть сделай 33 раза, и ты уже будешь это делать как будто всю жизнь делал. Поэтому за 7 помазков $1. За один помазок $7 это недорого. Недорого, тем более, если вы пройдете по ссылке, вот там скачаете, как там вот эта вот фигня, партнерка называется, у меня в описании под видео, вам еще 5% бросят. Ну, это кому интересно. Кому не интересно, можно и не бросят. Так вот, за 7.30 взять его, да и все. Как разнообразие. Специально гоняться вот за этим изделием я бы не стал. Вот я вот в этом магазине, он там есть, вот там что-то где-то я увидел, ну давай его вот так вот, да. А так специально, ну-ка где там, что, нет. Даже несмотря на то, что доставка бесплатная. Хороший, но без этих звезд в небе. Штанок. Я так и не понял, что это такое. Что это за людина такая. Но очень сильное подозрение, что это все-таки твист. Несмотря на то, что вот те твисты, которые я нашел, там и ручка маленечко была с другим орнаментом, и насечка здесь была покрупнее, но ничего более похожего вот на этот конструктив я больше найти не смог. Может быть, у меня Google не той системы, может быть, я как-то неправильно составлял слова. Я всегда говорил и буду это повторять, в Гугле есть все, в сети есть все. Самое главное, чтобы ты знал, как правильно составить запрос. Если ты чего-то не нашел, это не Google тупой, это ты неправильно запрос составил. Вот составь правильно, и будет тебе счастье. Возможно, я мало на это время потратил, всего 15 минут. Возможно, 16 мне бы улыбнулось. Но пока для меня это твист, не England. Вот вы смотрите телевизор, и что-то вам кажется, что вот контраст маленечко не тот. Добавьте процентов 15-20 контрасту, и у вас сразу же все захорошело. Вот примерно то же самое можно сказать о нем, если его сравнить с AG34. Вот взять к AG34 добавить там 15-20% резкости, контраста, красок, и вот он превращается вот в это. Это не дотягивает до жилета Слима и Фэтбоя на малых позициях, там, ну, на второй, так вот примерно, на третий. Нет, там агрессии, мне кажется, больше. Хотя это все так, знаете, лучше в сравнении. Вот если взять по станку в руки, провести, вот тогда бы я вам сказал более точно. Пока это так. Гоняться за этим станком я бы тоже не стал, потому что это не мой профиль. Среднеагрессивный станок, мягкий станок, это не предел моих мечтаний. Этот ближе к мягкому. Этим станком я никогда не смогу. Но если смогу, то долго надо будет тренироваться и нудно. Выбриться в полный BBS, чтобы у меня тут дельфинчик так чпок, и все. И я весь из себя такой, так тут звезда, бум, зуба вот такая, и все девки попадали. Нет, я так не сумею. Отцарапать тоже, да, смогу. Зашкрябать тоже смогу. Даже если я поставлю сюда более агрессивное лезвие, да, возможно, у меня процент ДФС уменьшится, BBS увеличится, но и заплатить за это придется раскровавленным хохотальником. Но не мой этот станок, не мой. Мне чего посерьезнее, поагрессивнее. А так, в общем и целом, можно порекомендовать тем людям, у которых есть предрасположенность к мягким станкам. Это японцы, корейцы, китайцы. У нас такие ребята есть, у которых щетина не очень мягкая, не очень жесткая, она мягонькая, им легко это все смахивать. Ни в коем случае людям с жесткой щетиной и нежной кожей. Тот, кто вам говорит, берите мягкий станок. Я одно время склонялся к среднеагрессивным. Но потом все-таки меня парни и в комментариях, и так в разговоре переубедили, что в этом случае, если у вас жесткая щетина и нежная кожа, чувствительная, все-таки, наверное, нужно отдавать предпочтение агрессивным станкам. А-ля 41 голова, а-ля 1.18, старт а-ля 1.3 и вот туда вот. Потому что вы будете сбривать все за меньшее количество проходов,
Потому что у вас будет все гораздо чище и быстрее. И даже мучиться не придется. Вот. На этом, пожалуй, что и все. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда все будет хорошо. Ну а следующее бритье будет уже со станком СССР из нашей линейки, которую мы еще не добили. Но обязательно добьем. Ну все, пока-пока. Подписывайтесь на канал.